Здравствуйте! Мое очередное видео о самолетах на банкнотах посвящено 5 рублям 1938 года. И в рамках этого видео я попробую ответить на два вопроса. Первый – летчик или парашютист? И второй, собственно, что за самолет? Выдвину свои собственные версии, результаты небольших собственных исследований. Надеюсь на какую-то обратную связь, на ваше мнение по результатам просмотра. Ну, прежде всего покажу, что есть в альбоме. И на самом деле эта серия банкнот, да, одна из самых красивых и с интересными историями в рамках тех изображений, того, что можно обсуждать. Я, наверное, положу всю серию, потому что буду говорить и о 3 рублях, и чуть-чуть об 1 рубле. Хотя, конечно, основная тема – это 5 рублей. Традиционно, да, у нас есть марки с аналогичными изображениями, что было достаточно красиво смотрится в альбоме. И что можно здесь сказать, прежде чем, собственно, приступить к озвучиванию своих версий? Серия выпускалась наряду с червонцами, который датирован 1937 годом, одновременно готовилась к 20-му юбилею Октябрьской революции, то есть планировалась к выпуску в 1937 году, но по некоторым причинам выпуск был задержан, и фактически банкноты датированы 1938 годом и вышли в обращение в 1938 году. В рамках подготовки к выпуску Иван Иванович Дубасов выполнял, главный художник Госзнака, выполнял достаточно много эскизных проектов. Они критиковались, обсуждались, времена были сложные, как известно. Это в том числе одна из тех серий банкнот, на которых предполагалось размещение подписей, которых уже не было в связи с тем, что достаточно часто менялись народные комиссары финансов, в частности Гринько, там на банкнот 1934 года, как известно, они были с подписью, потом без подписи, после того, как его арестовали. Эти банкноты тоже готовились с местом, оставленным для подписей. Очень много интересных историй, касающихся, собственно, их разработки дизайна. Наиболее просто все прошло с рублем. С рублем практически проблем не было, как известно. Иван Иванович специально съездил на выставку или ВДНХ, там, как она тогда называлась, не помню, посвященную народному хозяйству, сделал эскизные зарисовки или фотографии отбойного молотка для того, чтобы не допустить никаких ошибок. И, собственно, с 1 рублем, хотя тоже было несколько вариантов, проблем особых не было. Достаточно любопытная история с 3 рублями, когда были на этапе приемки дизайна обсуждались и каски, то есть стальные шлемы, и расположение подсумков, и расположение противогазной сумки, ремня над или под портупеей и так далее, и так далее. Скатка или рюкзак у красноармейца. Вот есть у нас несколько эскизов предыдущих вариантов, несколько непринятых образцов. Но в итоге к осени 1937-го, началу 1938 года на банкноте оказалось изображение красноармейца, полностью одетого в соответствии с правилами ношения формы одежды на тот момент. Вот. И самая интересная история, наверное, касается... Вообще все эти истории я заинтересованных людей, конечно, отсылаю и очень рекомендую книгу «Деньги, которых не было» Андрея Богданова, относительно недавно вышедшую. Там все это скрупулезно, дотошно, с датами, с конкретными фактами, привязкой к конкретным эскизам. Все изложено, очень крутая книга. Я очень коротко своими словами изложу то, что мне кажется важным.
Единственный момент, что касается этой книги, я сразу скажу, я лично у него, у Андрея, в книге прямо сказано, что это Ан-25, то есть тот самолет, на котором Чкалов летал в Америку в 1937 году как раз. И, в принципе, эта тема, она очень хорошо, конечно, теоретически ложится, потому что банкнота 1938 года, в 1937 году был совершен этот знаменитейший перелет. Наверное, это тот же самый самолет. Но любой более-менее заинтересованный человек однозначно увидит и скажет, что это не Ан-25 ни по какому признаку совершенно. Вот. И скажу честно, у меня был личный разговор, я задавал этот вопрос прямо Андрею, он честно развел руками. То есть внятно он не сказал, почему он считает и почему он в книге назвал этот самолет Ан-25. Как я понимаю, в архивах Госзнака на текущий момент никакой достоверной информации по этому вопросу нет или не найдено пока. Поэтому, собственно, такие заинтересованные люди, как и я, выполняют собственные исследования. И что можно сказать? Да, давайте в двух словах про историю дизайна банкноты. У нас с вами есть итоговый дизайн. Как известно, первоначально планировалось, что будет рабочий или шахтер, как в итоге оказалось, красноармеец и женщина на банкноте. Было предложено несколько дизайнов этой банкноты с изображениями женщин, которые были раскритикованы последовательно следующим образом. Вот этот дизайн кому-то из приемщиков показался похожим на то, что здесь мать-одиночка идет за алиментами, его не утвердили, соответственно, вычеркнули. Следующий дизайн был озвучен, что это очень похоже на домработницу, его тоже убрали. Был проект с двумя девушками, которые идут там, на фабрику, на завод. Тоже не был утвержден по той причине, что якобы слишком молодо выглядящие молодые девушки. Был итоговый, практически принятый, утвержденный проект с женщиной в костюме, в пиджаке, тоже такой работницей, который тоже в итоге по каким-то причинам не был утвержден. И итоговой разработкой, подходом полностью к изменению темы банкноты было принято решение, что надо изобразить авиационную тему. И в частности, как я понимаю, парашютиста. Потому что, конечно, это человек с парашютом десантника, а не с парашютом летчика. Вот посмотрите те проекты, точнее те типы парашютов, которые были приняты в СССР к производству. Это лицензии американской фирмы Irving, парашют летчика, парашют наблюдателя и парашют десантника. И, конечно, парашют летчика, и по фильмам мы знаем, и по хроникам, летчик всегда сидел на своем парашюте, да, иначе в противном случае, собственно, парашют на груди, перед ним он бы мешал управлению самолетом. Поэтому, конечно, это изображение человека с парашютом десантника. И то, что вот, например, вот здесь Госзнак называет его летчиком, но я считаю, что это какая-то ошибка, недоработка, не знаю, может быть, просто условное название. Летчик перед самолетом, просто летчик. Вот. Теперь о том, что касается, что за самолет был взят за основу. Почему такая сложность? Потому что на самом деле такого самолета, самолет вот именно с такими пропорциями, такого вида отечественного не существовало. И много раз на многих форумах в течение уже долгих лет дискуссии по этому поводу велись и ведутся, и просто нет такого самолета. Поэтому приходили к выводу, что это, там, не знаю, стилизованное изображение. Это просто проект, который художник там стилистически изобразил летательный аппарат. Но он уже должен был взять за основу что-то.
Да, и очень важный момент, который относительно недавно был выявлен, установлен и сейчас хорошо достаточно известен, то что за основу изображения парашютиста Иван Иванович Дубасов брал фотографию, изображение из журнала СССР «Настройки» за декабрь 1935 года. Там журнал очень сильно посвящен вообще авиационной теме и парашютному спорту. И раскрыта вот тема девушки Кати Медниковой, которая вот готовится, приходит в кружок, готовится, учится и совершает свой прыжок. Я покажу, собственно, изображения. Они заинтересованным людям достаточно известны. Такая, знаете, фотохроника прыжка одной девушки. И вот как раз вот именно вот с этого изображения считается, что Иван Иванович Дубасов рисовал, собственно, сам парашют, потому что, как вспомним красноармейца, любые ошибки в экипировке, в ремешках, лямках и так далее, они были чреваты. Все проверялось и все контролировалось. Вот. И в архивах Госзнака есть экземпляр этого журнала или лист из этого журнала, который подтверждает, что изображение рисовалось именно вот отсюда. Но там нет самолета, как видите. И здесь уже дальше лично мое предположение, моя версия. Что мы можем, например, предположить, что у Ивана Ивановича был не один журнал, а два. В том числе очень близко подходящий по годам «Техника молодежи» за февраль 1935 года. Почему именно он? Потому что, если посмотрите содержание, здесь целых две статьи также посвящены парашютам. Что такое парашют, конструкция парашюта, как прыгать с парашютом. Пролистаем эти странички архивные уже, достаточно любопытные сами по себе. Вот. Я предполагаю, это лично мое предположение, что в качестве документальных обоснований, да, для подготовки изображения просто художнику было представлено несколько журналов, несколько каких-то источников, которые он мог выбрать, из которых взять что-то за основу для рисования конкретного рисунка. Вот. А чем нам интересен этот журнал? Тем, что в нем помимо статей, посвященных парашютам, есть статья, посвященная летчику Громову. Вот с такой страничкой и вот с таким изображением. Если вы внимательно на нее посмотрите и сравните с изображением нашего летательного аппарата, ну, когда я это увидел сам, да, и соотнес изображение, то есть датировку журналов и фотографии в этих журналах, у меня возникли серьезные, что называется, предположения. Вот. Потому что, напомню, оба журнала 1935 года. Дубасов рисовал банкноту в 1938, да, году, получается. Вполне возможно, что оба эти источника лежали у него перед глазами на столе, и он с ними работал. И вот если предположить, что Ивану Ивановичу попалась в руки именно эта фотография, именно этот журнал, и он работал именно с этим изображением, давайте посмотрим, что могло получиться. Что у нас с вами есть? У нас с вами есть, собственно, итоговое изображение, первоначальное изображение, но итоговое с банкноты не очень интересно рассматривать. Здесь у нас немаловажная часть остекления кабины. Здесь и так практически нечего анализировать и сравнить. Она вот пятеркой у нас закрыта, поэтому ее вообще уберем, не будем трогать. Посмотрим оригинальный рисунок. И вот в части частей, да, элементов конструкции самолета, что можно сравнивать? Можно сравнивать, как я уже сказал, остекление кабины, можно сравнивать начало капота двигателя, собственно, винт и обтекатель винта, наверное, ну, то есть кок, иными словами. Здесь у нас с вами цилиндры видны,
выступающие на изображении. На картинке их уже нет. Ну, вообще все очень стилизовано. Нет ни каких-то патрубков, ни выхлопных, ни воздухозаборников, ничего нет. Все очень-очень стилизовано. Ну, к чему, как я уже сказал, можно попробовать перевязаться? Можно попробовать перевязаться к рамкам вот стекол, к остеклению. Смотрите, если мы их попробуем совместить, да, давайте прозрачность чуть поменьше сделаем. И попробуем как-то вот так вот. И попробуем их совместить. Смотрите, как красиво получается. Вот. По моему мнению, очень даже вполне. Вот в этой части можно говорить о практически полном совпадении. А дальше капот начинается примерно в том же месте, но здесь уже творчество художника, как мне кажется, вполне имеет место быть. Дальше почему не был оставлен оригинальная носовая часть, как мне кажется, потому что летчик банально ее полностью закрывает. Смотрите, да, если мы оставляем изображение самолета, всего самолета в том виде, ну, как он на оригинальной фотографии, в том масштабе, то летчик носовую часть полностью закрывает, соответственно, ну, собственно, такая немаловажная часть для картины, как носовая часть с лопастями, с винтом, она полностью скрыта фигурой летчика, ну, и, соответственно, не очень красиво получается. Поэтому, по моему мнению, можно предположить, что носовую часть он банально увеличил. Поэтому мы и не можем найти самолеты с соответствующими пропорциями, соответствующей конструкции в оригинале. Потому что если взять и соотнести в том же масштабе вот носовую часть кок-винта, смотрите, как хорошо совпадает. Понятно, что можно критиковать, можно сказать, что у всех самолетов они примерно одинаково выглядят, но мы с вами сравниваем два конкретных изображения, два слоя. И смотрите, вот совпадение. Вот здесь. Так, да? Вот в этой части. Здесь совпадение вот в этой части. Вот такую версию я готов вынести на суд общественности, если кому-то этот вопрос интересен. Потому что за столько лет прошедших так и не нашли исследователи, собственно, того летательного аппарата, который Иван Иванович Дубасов изобразил позади этой фигуры, которая называется летчиком, но на самом деле тоже это вот сейчас обсудим. И, по моему мнению, можно рассматривать такую версию, которую я сейчас озвучил, что это творческая переработка вот этой фотографии. Либо, возможно, у него был оригинал этой фотографии не из журнала, ну, собственно, оригинал. Но ракурс идеально совпадает, элементы конструкции идеально совпадают в разных масштабах, правда, но тем не менее. Вот так вот, такая версия. Вот такое вот мое предположение о летательном аппарате, о самолете, изображенном на заднем плане парашютиста на банкноте 5 рублей 1938 года. Буду рад вашим мнением. Конечно, можно рассуждать о том, что это притянуто за уши, но других более-менее достоверных или аргументированных, как минимум, хоть как-то аргументированных версий мне
не попадалось, я о них не слышал. Спасибо большое за внимание. Увидимся.